Приветствую всех, друзья, с вами на связи Алехандро. Мира вам и вашему миру. Сегодня предлагаю вашему вниманию общий расклад Таро. Оба молчим. Вот оба молчим. Оба молчим, и забыл ли он тебя? Король воды, видите? Забыл ли он тебя? Сделает ли первый шаг? Ну и посмотрим мысли, чувства, действия, планы. Вот все, что будет вытекать из потока. Посмотрим, как будут развиваться ваши отношения в ближайшем будущем. Ну а пока я тасую колоду, вы можете написать в комментарии, как вы считаете, забыл ли он вас? Ну как вы считаете, по мнению на здесь и сейчас, да? Забыл ли он вас? Давайте для начала посмотрим ситуацию, что происходит, да, в ваших отношениях здесь и сейчас. Вот так, хотя бы поверхностно, да. Шестерка воздуха. Мужчина на дистанции. Отдалился по своей инициативе. Дальше. Девятка огня. Знаете, как будто бы он хотел вам что-то доказать или добиться. Да? Вот он, знаете, как будто бы добивался, доказывал, просил, выпрашивал. Ну или вы добивались, да. Но больше такое, что мужчина здесь добился. Это мужские карты. Здесь колода такая больше как бы женская, но арканы мужские. Шестерка мечей и девятка огня, да, то есть девятка жезлов. Ну, давайте так скажем, что за ситуация. Мужчина по своей инициативе взял дистанцию. Ну вот. Почему? Потому что он пытался вам что-то доказать или хочет что-то доказать, да? Давайте еще посмотрим. Ну, давайте так скажем. Тройка воздуха. Хотел вам сделать больно. Именно вам, женщине. А еще я так хочу вам, знаете, что сказать. Ну, здесь я не буду вас обвинять. Прям, знаете, вот прям винить вас. Но вы не до конца открыты с ним были. Может быть, потому что он не до конца открытый был. Но здесь такие карты, знаете, и обвинить его в неоткрытости я не могу по вот этим картам. Вас могу обвинить в неоткрытости. Ну, как бы не для того, чтобы обвинить. Просто вот, ну, в конечном итоге он вас не до конца понимал, да. И вот пытался что-то вам там вот как бы... Давайте так, пытался поставить вас на место, да, вот постоянно каким-то образом. Окей, ну разбил сердце, причинил боль, страдания. Ну, может быть, это он ушел там в одном носке или в одной рубашке от вас. Может, вас выставил за дверь, да, или вы его выставили за дверь. То есть вот что-то такое недоодетое получилось, да. Окей, давайте еще что за ситуация. Здесь королева огня. Ну, если вы женщина, овен, лев или стрелец, то, возможно, вы его пережали. Ну, пережали, и вы его начали раздражать. То есть, тут, смотрите, женщина с красной тряпкой на быка идет, бык начинает, ну, как бы вы ему тоже как бы пытались сделать больно, и в конечном итоге вы просили, да, и он вам сделать больно. То есть, смотрите, здесь как бы по сути что произошло? Вы ему наткали, да, напихали, условно говоря, этих пик, да, как пикадор, да, в шею быка. А он в конечном итоге вам в сердце вставил. Вот так вот. То есть, по сути, ну, я вам так скажу, женщина здесь доигралась в Тореадора, да, или в Пикадора, как там, ну, Пикадор это тот, кто вставляет пики, да, Тореадор это тот, который тряпочкой играет, ну, неважно. В общем, короче, вы наигрались в быка и красную тряпку, вот ситуация.
Кстати, насчет красной тряпки. Вот она, вот она. Это огонь красная, это огонь красный. Да, и даже тут шестерка воздуха. Здесь женщина в красном, да, по сути. А у мужчины уже от этой красной тряпки, от этой, по сути, от этого раздражения, да, уже красные глаза были. То есть он, по сути, вспылил и вставил вам нож в сердце. А все почему? Потому что вы накопили вот эту боль суммарную пиками в его шее. Кстати, у вас боль в сердце, у него боль в шее, в позвоночнике и так далее. Да? То есть у вас боль в сердце, у него боль в теле, в позвоночнике, в шее. Ну, давайте еще посмотрим одну карту. Что происходит или произошло. Ну, я вам так скажу. Мужчина у вас не промах. Маг выпадает целый. Кстати, вы можете быть пламенными близнецами. Имейте это в виду. Здесь королева огня, Овен, Телец, Стрелец, но хотя бы по характеру вы можете быть женщиной холериком, а он может сочетать в себе и холерика, и флегматика, и сангвиника, и меланхолика. Здесь вообще маг выпадает, имейте в виду, это достаточно такой контроверсийный образ. Ну, давайте так, он сейчас пытается себя собрать в кучу, да, в кучу. Почему, говорю, пытается собрать в кучу? Здесь в этом маге все 4 короля. И, кстати, гадать здесь можно на любого мужчину, любой стихии. Абсолютно на любой знак зодиака. Здесь все 12 знаков зодиака в этом маге, да. То есть универсальный расклад получился. Поэтому женщина с больным сердцем, мужчина с больным организмом, да. Вот. Давайте посмотрим, что дух скажет по этому поводу. Обратимся к духу. Но почистим немножко пространство. У меня есть белый шалфей, который очень скоро мы с вами задействуем в чистках. Дадим пространству притянуть карту духа в наш расклад. И спросим духа, как высшие силы влияют на ситуацию между вами. Он сейчас, кстати, размышляет, но он анализирует эту ситуацию. Смотрите, у него еще очень много татуировок у этого мужчины. Тут вижу и какой-то и козел, и змея, и третий глаз, и пирамида у него есть, и солнце, и луна, и звезды. Даже скоробей, да, есть. И компас у него есть. Плавки, главное, что одел, да. Что дух скажет. Я вам так скажу. Каждый здесь заслужил страдания, но женщина здесь накосячила немножечко. То есть я не пытаюсь вам здесь чувство вины привить. Но если вы чувствуете, что вы виноваты, то вот пишите в комментарии: да, я чувствую, здесь есть моя вина, да, я накосячила. Это уже будет частью закрытия гештальта с ним. Если вы чувствуете, что он бокопор, да, бокорез, пишите: это он накосячил. Но давайте так скажем, духи видят здесь вину женщины. Пятерка земли. И женщина, если здесь страдает с ножом в сердце, по делам ей. Вообще, я как психолог всегда говорю, и с точки зрения психологии, если в отношениях вы не смогли договориться, кстати, сейчас почищу ваши отношения немножко, то виноваты оба. Да, виноваты оба здесь. Женщина здесь долго пхала свои пики, провоцировала. Мужчина долго терпел, как бык. Но он же мужчина, он же не может быть слабым, да. Он терпел, и потом, взял и сделал удар, да. Но не выдержал, да. Вот его, кстати, нож этим ножом, он и нанес этот удар в сердце, да, так образно. Это я образно говорю, ни к чему не призываю. Это вы как в состоянии такого, знаете, раненой, давайте так назовем вас, раненой птицы в сердце, да.
Тройка воздуха, разбитое сердце. Окей. Хорошо. Ничего хорошего тут тройка мечей. Вам не позавидуешь обоим. Хорошо, давайте так. Давайте первое посмотрим вопрос. Но помнит ли он вас? Помнит ли он вас? Давайте вот этот вот первый вопрос. Да, не забыл ли он вас? Помнит ли он? Да помнит, конечно. Он тут маг. Как он вас может забыть? Король огня, да. Но больше вы пламенные. Вы пламенные какие-то. Видите, и ваш контроль, ваш, знаете, вот это гиперконтроль или всесильный контроль. Он здесь мог сыграть роль, видите, опять красная. Ну, тут реально он бык на красную тряпку. Вы реально переборщили здесь. Короче, красный флаг вам... Я вам запрещаю играть с красным флагом. Да. Забыл ли он вас? Нет. Он помнит вот это вот прикосновение к его бедрам, прикосновение ваших губ к его шее, прикосновение вашей левой руки к его вот этому вот фартуху. Да? Нет, не забыл он вас. Ну как можно забыть такую чернявую или рыжую, или, ну, давайте, каштановую бестию, да. Значит, здесь длина волос не имеет значения. Здесь имеет значение длина вот этого вот места. Хорошо, не забыл. Давайте посмотрим, а о чем он думает сейчас. О чем или о ком он думает сейчас. Вот видите, он сидит. И вот эту карту мы и проверим сейчас. О чем он думает. О чем он думает сейчас. Он задумал месть, кстати, я вам скажу так. Задумал месть. Месть задумал он. Сейчас я сделаю вот так. Положим сюда ложечку. Задумал он месть. Здесь дьявол. О чем он думает? Он думает о мести. И он думает, блин. Какая вы ведьма. Ну, дьявол, думает о дьяволе, во-первых, это не очень хорошие действия, да? С другой стороны, он думает о вас, как о дьяволице. Ну, или как... Ну, как можно так дьявольски пхать в шею столько мечей, да? Окей, хорошо. А что он получил в результате вот этого того, что между вами произошло? Давайте посмотрим, что он в результате этого всего получил. Что он получил? Или какую выгоду? Ну, нет, даже давайте так спросим. Вот эта карта добиться результата. Чего он добился вот этим своим? Ну, тем, что он проявлял, да? Ну, вы знаете, как минимум он причинил себе боль, но он потешил свое эго. И он добился того, что, я вам так скажу, что как бы он не хотел быть господином, королем огня, король огня и маг, он добился того, что женщина здесь госпожа. Видите, она госпожа. Здесь. То есть он пытался как бы самоутвердиться где-то или доказать, что он прав, но по итогу он потерял себя в ваших глазах. Вот что он добился. То есть где-то он играл в короля и в мага, а по итогу он сыграл в вольта или пажа. Ну, то есть в рыцаря, ну вы поняли, в рыцаря или пажа, то есть он пошел на понижение. Вот так вот, то есть его удар вам в сердце
как бы не сыграл, ну или как бы его месть, да, не сыграла, не принесла того эффекта, на который он рассчитывал. То есть, по сути, тем, что он с вами сделал, он, ну, как минимум, не получил очков, не выиграл, не стал выше, там, ну, понимаете, да, то есть он как бы не заработал бонусов очков, да, условно говоря. Окей, хорошо. Давайте перейдем в зону боли сейчас, вот эту вот. Сейчас может поболеть сердце, поболеть голова. Напишите, как бы, когда я начал работать. Давайте вам немножко, чуть-чуть пространство почищу. Давайте зададим вопрос прямо сейчас. Как вам быть теперь с этой болью? Вот что теперь делать? Что теперь делать? Почему я спрашиваю? Как вам быть? Именно вам лично. И здесь оно универсально и для женщины, и для мужчины. А вот здесь мы зайдем в страдания и боли именно женщин. Окей? Ну, как минимум, давайте спросим, как вы можете приборкати, да, це українською, бачите, обуздать. Как вы можете обуздать эту боль? Видите, она же как бы обуздала этих лошадей. Как вы можете обуздать эту боль? Или чем вы можете обуздать эту боль? Вот давайте тут вот так посмотрим. Как и чем вы можете обуздать боль? Или что может исцелить ваше сердце? Или помочь в этой ситуации? Пока никак. Это нужно принять, это нужно прожить, к сожалению. Двойка воздуха, двойка мечей. Это, знаешь, как это? Смирись, прими. И прими боль поражения. Прими это, там, может быть, это предательство. Ну, нож в сердце, да? Может, это его жестокость. Тебе нужно это, ну, вот принять его таким, какой он есть. Не, ну подожди, ну ты что же как бы махала красной тряпкой, может тебе кто-то помогал пики в него вставлять, может это твоя там подруга, да, колдовала на него, ему стало хреново, извини, он там взбесился, у него там адреналин подскочил, я не знаю, или тестостерон подскочил, что у него там, да, вот в таком стиле. Поэтому нет, тут ты ничего не сделаешь. Тут нужно вот просто прострадать, промучиться, да, вот. Обрати внимание, кстати, здесь у нее же опять в руке, с одной стороны спица, смотри, вот здесь спица, вот она, да, в белых перчатках, а с другой нож. Поэтому, ну вот, кто за что боролся, тот на то и напоролся. С другой стороны, кроме лома, против лома нет приема, если нет другого лома. Лом появился, да, то есть... Окей. Сохранила ли ты, вот сейчас спросим у высших сил, сохранила ли ты власть над ним? Ну, можешь пока поставить на паузу и написать, как ты считаешь, сохранила ли ты власть над ним, а потом посмотришь карту, да, и пока ставь на паузу, а я выкладываю карту. Ну и пиши, сохранила ли ты власть над ним. Имеешь ли ты над ним власть? Почему? Потому что ты тут дьяволица, смотри. И он как будто бы постоянно, да, с одной стороны он хочет быть первый, но он, смотри-то, здесь по дьяволу, да, вот сейчас покажу карту. По дьяволу-то он сзади тебя, видишь? По дьяволу, поэтому ты лидер. А он хотел быть, ну, маг это всегда первый, и он хотел быть королем огня, это тоже первый, видишь, тут он впереди, а ты сзади, да, как бы. Но упав в твоих глазах, он как бы лидерство не сохраняет, и он это понимает, что он проигрывает, понимаешь, да, о чем я говорю. Окей, сохранила ли ты лидерство над ним? О, смотри, тут каждый останется при своем мнении. Он считает, что он все равно как бы... Он понимает, что он проиграл, но он все равно хочет быть вот, знаешь, как бы первым, да. Отшельник, давай так, никто никого сейчас не контролирует. То есть контроля нету.
тут есть просто дистанция и некая пустота пока что. Да, он тебя помнит, да, он вспоминает твой образ, он есть постоянно, видишь, он есть. Ты его берешь именно вот энергией своей огненной, сексуальной энергией. И ему нравится где-то подчиняться тебе. Подсознательно, может быть. Твоя дьявольщина, да, твоя дьяволичность, да, она управляет им. И он, понимаешь, он как бы думает, что у него энергии больше, и что он дьявол. Тут вот, знаешь, та ситуация, когда он думает, что он управляет, но вы как бы в равной степени друг другом управляете все-таки. И по сути, вот в данный момент ни ты, ни он друг друга не контролируете. И вот в данный момент лучше всего разрывать эти отношения пока что еще, да, то есть если ты думаешь разрывать с ним отношения сейчас или нет, или сохранять их, вот сейчас это можно сделать. А вот сейчас мы перейдем к именно женскому страданию и посмотрим, стоит ли продлевать это страдание или нет. Вот, исходя из той ситуации, где я вижу и чувствую этот поток, да, вот это идеальный момент для того, чтобы разорвать отношения. По твоей воле, по воле высших сил, да, то есть, но здесь вот именно мы посмотрим, что скажут высшие силы, продлевать ли это страдание или нет. Ну или сколько можно тебе еще страдать, да, с другой стороны. Ой, высшие силы говорят, хватит страдать. Здесь королева воздуха, здесь такой, знаешь, чисто покой, да, покой, уют. Давай вот так сделаем, поприкрываем все. Нет, здесь не надо страдать. Здесь должна быть операция, да. Ты должна принять это, да, как бы прожить, прострадать и прекратить. То есть, нет, высшие силы говорят о том, что тебе нужно отпускать этого человека, как минимум, или отпускать страдания с ним. Давай спросим, какая мысль о тебе не дает ему покоя? Вот как раз проверим мага и дьявола. Ну, маг и дьявол, ну, как огонь, овен, стрелец, да, то, что ему зудит. Что ему вот це зудить, як кажуть, да? Какая мысль о тебе не дает ему покоя? Какая мысль о тебе не дает ему покоя? Ну, я тебе скажу так. Ему не дает мысль о тебе, что ты все равно его победила. Вот как бы подсознательно это чувствует. И что ты владеешь над ним все равно, да? То есть смотри, по потоку я чувствую, что вы друг другом не владеете, не управляете. Но он считает, что ну ты реально дьяволица, ведьмица, роковая женщина. Что, ну короче, ты у него из головы не выходишь. И это ему не дает покоя мысль. Вот если вы близнецовые пламена, тогда он не выходит у тебя из головы, а ты у него не выходишь из головы. Вот я об этом. Ну и соответственно, если такая паранойя, то здесь вот эта вот операция по очищению, да, вот. Ну, нужно принять это и очиститься, да, получается, выйти из этого. Ну, просто сейчас идеальный момент. Особенно если ты смотришь в период, когда уходящая луна. Ну, как минимум, если сейчас растущая луна, но если ты смотришь, то принимать решение о том, что нужно это делать, а уже разрывать это на уходящую. Понятно, да? Ну, сейчас-то у нас уходящая луна. Но если ты будешь смотреть в растущую луну, значит, принимай решение в растущую, а очищайся. Ну, уже там все эти действия энергетические, магические, физические, метафизические применяй на уходящую. Окей. Ну, давай посмотрим дальше. Какое чувство в нем к тебе осталось, сохранилось? Вот такое доминирующее чувство. Давай вот сюда посмотрим, здесь.
доминирующее чувство. Что ты никуда не ушла. Но, во-первых, он, как бы это все, то, что между вами произошло, происходило, да, он считает, что это все быстро как-то. А с другой стороны, что он застрял во времени. Он застрял во времени. Вот эта скорость, которая остановилась. Восьмерка огня — это быстро должно пройти. Да? То есть какое у него чувство? У него чувство зависания какого-то. Это зависание. Это подвешенное состояние. То есть он хочет, вот чувство у него такое, он хочет что-то ускорить, быстро сделать, но не может пока это сделать. То есть давай перефразируем, да, чтобы это было понятно, да, какое чувство в нем стойкое, ожидание все-таки. Такое горящее, томящееся ожидание. Он тебя ждет. Вот он тебя ждет, да, то есть как будто бы вот что ты появишься. Вот она, это просто как бы это как отзеркаливание вот этой паранойи, что вы вместе, что ты никуда не ушла. И что он никуда не ушел. Прям хочет почему-то, да, вот у меня такое ощущение, что он хочет быть несвободным. Хочет, чтобы ты его связала, да, вот как будто бы вот такое ощущение, чтобы ты его контролировала. Интересный такой, да, вот расклад. Давай спросим, винит ли он себя? Или как он себя чувствует? Именно вот как его совесть чувствует после того, что произошло. Да, вот это вот мы сейчас посмотрим, где он упал в глазах, где ты не потеряла инициативу. Как раз вот просмотрим этот момент. Знаешь, он, по сути, как бы он-то может себя там винить, или... но он все равно тебя любит. Это влюбленная. То есть, по сути, если в нем совесть, да, 50% твоей совести это близнецы. Здесь и о близнецовых пламенах, скорее всего, речь идет. Здесь и король, и королева жезлов, и маг есть. И огня очень много здесь. Десятка огня, кстати, это такие какие-то кармические близнецовые пламена. Вот здесь, в этих отношениях. Ну, вот в этом раскладе. Но если вы знаете, что вы не близнецовые пламена, тогда я вам так скажу, винит ли он себя? Да, но также и вас винит. Ну вот и все. Потому что влюбленный это... Вот здесь вот как раз вот он живет по психологии, да, по психологии, по той программе, которую я говорю, да. То есть виноваты оба. Но он такой сидит и думает, вот я дурак. Но и она дура, да, вот так вот, да. То есть вот эта карта. Да, вот я накосячил, но и она ну как вас назвать, солнышко, да, вот так. Это, как помните, анекдот, где к жене, у которой муж инсультный, пришел любовник, и они там занимаются любовью, а он за шторкой лежит и слышит, любовник слышит такой ку, и спрашивает, говорит, это у тебя что там за шторкой? Говорит, часы с кукушкой. Говорит, да нет, это, говорит, это у меня муж инсультный. Сказать хочет курва, да не может, да. Давайте посмотрим. Еще такой вопрос. Ну вот что после этой боли вас ждет? Да, вот вы приняли эту боль. Да, разорвали вы там эти отношения, вышли из них, не вышли. Что дальше ждет вас именно вот как человека, который прожил эту боль и страдания? Ну давайте так просто сформулируем, что у вас ждет как награда за боль и страдания вот после этого всего. Если вы хотите выйти, то вас ждет счастье. Вы как минимум либо встретите что-то новое. Но если вы любите садомаза, то вы вернетесь в старое. Понимаете, да? В принципе, карта очень хорошая. И... Выбачьте.
Прямо сейчас можете руну Ларгус нарисовать здесь. Десятка воды. Сопротивление идет, да? И у него на руке вода нарисована. Ларгус вам поможет, кстати. Поэтому счастье вы свое найдете. Ищите, найдете. Плывите по течению и приплывете. Будет все хорошо у вас. То есть будете счастливы, будете любимой и любимым. Окей, окей. Давайте так. Собирается ли он отреагировать на ваши позывные, на ваши знаки? Появится ли он еще? Отшельник, да? Отшельник, если вы его будете вызывать, он появится, выйдет на связь или нет? Да, должен появиться, если вы ему напомните о себе, дадите знать, выбачаюсь, то он появится. Ставьте на паузу, вызывайте, пишите ему сейчас. Появится, напишет, даст о себе знать. Ну и давайте еще спросим. Если вы не хотите, чтобы он появился, но он живет в вашей голове. Вот как будто бы наоборот, теперь он вас не отпускает здесь. Что делать, или отпустит ли он вас, попустит ли оно вас, да, вот так. Что делать? Девятка земли. По девятке земли вам нужен как минимум дорогой откуп. По девятке земли вам нужен. И он реально, вот смотрите, девятка земли, вот тут мужчина, знаете, вот как он на вас, как на витрину, он вас реально не отпускает. Девятки земли это роскошные, это деньги, то есть вам нужно откупаться. Ну, вам тут как минимум либо с ним договариваться, либо с ним, может быть, очень много вещей дорогих у вас его. Ну, может быть, как-то надо от них избавляться. Либо откуп через обряды, ритуалы вы будете платить, чтобы выходить из этой паранойи, где этот маг живет в вашей голове, не сводит с вас своих глаз, а вы как на витрине, и вам это может даже сниться, что вы там полуобнаженная, там с открытой грудью, там или с открытыми бедрами перед ним, а он на вас стоит и, ну, давайте так скажем, таращится или пялится на вас. Я не знаю, как там это назвать, или глазеет, ну, вы понимаете, о чем я говорю. То есть, по сути, вы ощущаете свой взгляд на себе, и как будто бы вот вы реально там Венера Челлини, да, он там зритель. Слышите, да? Девятка земли это дорогой откуп. Хорошо, что духи скажут вам по этому поводу? Духи, а ну скажите нам. Тройка воды. Ну, здесь какое-то получается объединение. Тройка чаш это треугольник. Вы связаны с еще какой-то женщиной здесь можете быть. Просто связаны. Давайте еще одну карту уточняющую, потому что по духам у нас всего 3 карты. Угу. Вы реально с женщиной какой-то связаны. Ну давайте спросим у духов, а что вам с этой женщиной-то делать? Вы связаны с ней вот прямо бедро в бедро, да, или плечом к плечу. Что вам с ней делать? Вы реально связаны с какой-то женщиной. Через этого мужчину. Ну тут смотрите. Может вам с ней нужно и поговорить. Потому что иерофант это диалог. Встретиться, поговорить. Может это там его любовница, может это его жена. А может быть вам нужно развязать. Отвязать себя от этой женщины, если вам прям дурно и вы понимаете, что эта женщина каким-то образом здесь еще есть. Но она появилась, видите, по линии духов. Вот женщина, особенно если она близнец, водолей или весы. Здесь треугольник появился. Здесь вот луна женщина и чары женщины, да, такие.
Но Иерофант это как бы, ну, он один на двоих, да, такой учитель получается. И здесь могла быть измена как месть. Если вдруг он или она изменяла, или изменил, то именно измена как месть здесь. Но что духи говорят? Здесь духи говорят, вам как минимум нужно общаться с женщиной. Если чувствуете, что вам от этой женщины плохо, ну, вам с ней или заговорами общаться надо будет. Вот. И духи говорят, что я вам еще так скажу, здесь маг и Иерофант, он мог вас привязать к себе. И тогда эта женщина может быть его помощница. Просто его помощница, ведьма какая-то. Поэтому, если он действительно не выходит из вас из головы, и вы нифига не близнецовые пламена, кстати, эти пламена он мог разжечь. Разжечь просто. И теперь вы просто верите, что вы близнецовые пламена. Вот. Тут, по сути, духи говорят, что вы живете по его программе, а какая-то женщина просто ассистентка здесь. Она как подселенец, по сути. Она может быть и, ну, как дубль. Как дубль. Просто. И вы можете даже быть с ним в постели, условно говоря, ощущать еще третьего человека. Вот такое тоже может быть. Ну, а оно может быть навязчивой идеей здесь. Тут Луна. Поэтому тут может быть как бы соперница на уровне вот этом мистическом, магическом, ментальном, эзотерическом уровне. Аркана смерти я здесь не вижу, поэтому говорить, что это не живой человек, ваш конкурент, нет. Это, скорее всего, живой человек, но она либо ассистентка мага, либо, по сути, является, ну, чем-то очень тонким. То есть это может быть как субличность какая-то в этой ситуации. Стоит ли вам держаться за эту ситуацию? Давайте посмотрим, и будете ли вы вместе. Стоит ли вам держаться за эту ситуацию? Я скажу, что вряд ли. Это близнец. Ни да, ни нет. Тут по ситуации здесь нужно понимать, выдерживаете ли вы эту борьбу. С ним как минимум. Ну а может быть с ней. Здесь вообще не о треугольнике идет речь. Здесь вот этот вот третья персона, она здесь как эфемерная какая-то, да, нереальная. Но она прослеживается на каком-то таком мистическом уровне. Ну, может, действительно бывшая там покойная. Ну, я же говорю, смерти тут нет. Можете ли вы быть счастливы? Двойка Земли, да, возможно, все может поменяться. Поэтому давайте так скажу, что по близнецам 50 на 50. И кому решать здесь, быть или не быть, восьмерка воздуха. Решать вашим страхом. Боитесь быть вместе, уходите, разрывайте. Не боитесь, но попробуйте проэкспериментировать. А может, что и выйдет хорошего из этого. Может быть, что-то еще и обернется в лучшую сторону. То есть, как бы, ну, по сути, если не боитесь преодолевать свои страхи, да, то рискнуть можно. Это такая рискованная карта. Поэтому потенциально здесь еще что-то может проясниться в лучшую сторону. Мира вам и вашим мирам. Берегите себя, любите себя и миры, которые окружают вас. Оставайтесь на связи, все будет хорошо. Вот увидите. Світла вам та вашому світові. І до зустрічі. Па-па.